Привет всем зрителям, подписчикам, донатерам, а остальным соболезную. Вот и добрались наши потные ручонки до бедных детишек, которых завезли в RimWorld с дополнением биотех. Начнем с того, а зачем они нам? Ведь завербовать вражескую пешку будет намного проще, чем возиться с этими детьми. Маленький спойлер, в киндерах смысла не очень много. Ну да, они с 3 лет уже могут пылесосить и носить вещи. Но на это у нас есть механоиды. Для боя в дальнем бою 3-летние дети крайне косые. В ближний бой даже не думайте их кидать, они крайне хлипкие и их ваншотят только так. Потенциал на очень далекое будущее и ролеплей разве что так. На 300-й день моей вампирской колонии только один киндер успел повзрослеть хотя бы до 13 лет. Итого я зачал в пробирке. В целом это уже обычная пешка, с теми чертами и навыками, которые я выбрал, однако тут есть свои моменты. И на самом деле дети имбой не оказались, как я думал, в отличие от генетики. Кто не видел мой прошлый ролик про гены, крайне советую его посмотреть. Именно генетика позволяет даже со старта игры заиметь имбу без минусов и сотворить просто ад в лайте, хоть и очень далеком. Отвлекся я немного, собственно, как получить киндеров. Самый простой и быстрый способ – дети из пробирки. Сначала проводим на женщине операцию по изъятию яйцеклетки. Для этого нужна технология за косарь. Идет после электричества. Ничего сложного. Проводить изъятие можно раз в 10 дней. Успех операции 500%, очень сложно будет ее завалить. А потом пешкой-мужиком яйцеклетку оплодотворяем, просто ПКМ на яйцеклетку оплодотворить. Мужик подходит, делает с ней всякое, и вуаля, у нас есть зародыш. Потом строим капсулу роста, желательно поближе к холодильнику. Выбрав капсулу, нажимаем «Поместить эмбрион». Вот и вся магия жизни. Пешки начинают бегать туда-сюда, закидывают хавку в капсулу. Можно и плоть человека. Юные вы мои каннибалы. Закидывают эмбрион, ждем 9 дней, и, о чудо, оно родилось. На данный процесс требуется очень много еды, если что. Я как-то психанул из-за отсутствия рейдов и пленников и решил провести генетические эксперименты на детях. Не делайте так. Сделал сразу 5 зародышей, так эти личинусы съели почти все запасы моей еды. Даже токсичная крыса не нашла бы чем поживиться в моем холодильнике. А вы-то знаете, какие обычно у меня запасы провианта. Пришлось всех переводить на шоколад, который был отложен на черный день. Так, подожди, Тусморс. А как же нормальный, привычный нам всем способ? А тут уже сложнее с одной стороны, а с другой стороны проще. Почему сложнее? Как можете заметить, у нас появилась новая менюшка – романтика, где можно скрестить выбранных нами пешек. Да вот только у меня всех друг друга ненавидят или уже сами спарились. Ну и какой смысл? Почему проще? Потому что, как правило, пешки и сами заводят отношения. Они начинают спать вместе и все. Теперь женщины регулярно вылезают подарочки. Лосткипер уже нарожал 2 от Стоингвелла. А вот-то шалуны! Впрочем, конечно, есть операции, которые делают наших пешек бесплодными, если что. А что нужно для беременной? Да особо ничего. У нее потихоньку растет живот, и спустя некоторое время можно назначить выполнение ритуала роды, в ходе которых пешка может умереть. У меня, например, был 1% шанса умереть у роженицы. И, конечно, в первые же роды в моей колонии мать ребенка их не пережила. 1%, Карл! Еще есть шанс, что ребенок родится нездоровым. Впрочем, со мной этого не происходило. Оставлю исследовать данный аспект вам самим. Еще проблема в чем была? Что единственный мой врач как раз и была беременной. Так что врачи, принимающие роды, у меня были бездарные. Благо, легендарная медкровать и стерильная плитка, видимо, сделали свое дело. А самое смешное, что Фред, пока еще не стал взрослым, остальные операции проводить мог. То есть он спокойно вырезал органы у пленников в 10-летнем возрасте. Сливал кровь. А вот роды он принять уже не может. Слишком маленький. Где логика-то? Ау. Отлично. У нас есть киндеренок. Теперь, наверное, нужно о нем заботиться. Ему нужна кроватка? Да нафиг это. Берем и кидаем его обратно в капсулу. Пускай он там дозревает до 3 лет. Почему? Видимо, из-за того, что у меня жаркий биом, пешки постоянно относили его в холодильник, где он начинал мерзнуть, валяясь в проходе. И так было не у меня одного. В комментариях один подписчик рассказал, что у него пешки тоже ведут себя странно с младенцем. Так и в целом в этом возрасте звездючки еще никак не развиваются, никаких навыков никак не работают. Так еще и для них нужна особая еда. Ну его в капсулу роста. Пока карапуз дозревает, шейте ему одежку, например, детские штаны, парку и рубашку. Я на голову им еще цеплял детские шлемы на всякий случай. Наконец ребенку наступает 3 биологических года.
Самая пора его выпускать. Можно его сделать рабом, нажав кнопку Enslave. Но зачем? Также можно оставить киндера вариться в чане, но я смысла в этом не вижу. Да, он быстрее вырастет, но взрослая пешка получится не особо интересной. Так вот, киндеру уже 3 года, и теперь он может помогать нашей колонии и будет прокачиваться. Рассмотрим эту хваленую прокачку. У нас есть 2 параметра. Уровень роста – это, соответственно, уровень, который уже есть сейчас. И мы можем, соответственно, посмотреть, наведя на этот параметр, какой же у нас выбор будет характеристик, когда ребенок повзрослеет до 7, 10 и 13 лет. Максимальный уровень роста – 8. И тогда вы сможете выбирать при взрослении 3 навыка из 6, которым добавится огонечек, и 1 черту из 6. На нулевом уровне лишь можем выбирать 1 черту из 1. Какой большой выбор. А как набирать эти уровни роста? Все просто. За это как раз отвечает следующий параметр – стремление к обучению. Чем он больше, тем больше ваш ребенок будет получать очков уровня роста в день. Как мы можем этому поспособствовать? Поставьте несколько школьных парт со стульями, поставьте рядом 3 классных доски, еще можно поставить консоль связи, чтобы дети по ней болтали. Больше от вас особо ничего не зависит. Если вы не поставили ребенку работать с утра до ночи, у него есть доступ на улицу, к парте и консоли связи, уровень роста будет подниматься. У меня он болтался около 90%. Вот еще, кстати, причина не отправлять детей в ближний бой. Ибо даже если они выживут, они получат ранения и будут очень долго валяться в кровати, теряя стремление к обучению и, соответственно, прокачку. Хорошо, обучение обеспечили, киндер дорос до 7 лет, и тут самое долгожданное – выбор навыков. Учтите, что навыки и черты даются вам на выбор совершенно рандомно. Мне было так, что черт хоть и предлагали много на выбор, но все были негативные, кроме одной нейтральной. Так что сделать имбу из детей будет крайне сложно. Ура! Теперь ребенок стал более полезным. Он сможет теперь не только убирать и носить, а еще и заниматься животноводством, готовить, охотиться, выращивать растения, шить и ремесленничать. Но вот уровни роста придется набирать заново. И когда звездючку будет 10 лет, нас ждет еще один момент роста. И тогда сможем лечить, надзирать, строить, заниматься художеством. И в 13 лет последний, где сможем уже делать любую работу. И пешка станет выглядеть как взрослый. По итогу у нас будет пешка с 9 огоньками, 3 чертами характера. И вообще не факт, что черты и навыки попадутся те, которые мы хотим. Ведь если с навыками еще ладно, ведь их всего 12, то с чертами все намного сложнее, потому что их больше 80 и очень много негативных. Сами прикиньте, какова вероятность поймать, например, живучесть. А в целом вам, как правило, придется выбирать из кучи отрицательных хотя бы одну невредную. Про наследие генов. Во-первых, гены, которые мы прививаем в игре, не наследуются, разве что в редакторе. Когда вы создавали свой ксенотип, вы нажали кнопку «Наследуется». Тогда от ваших изначальных пешек с вашим ксенотипом гены будут наследоваться. Также гены наследуются от стандартных ксенорас, но только от грязевиков, неандертальцев, свинолюдов, импидов, опустошенных и токинов. А наборы генов, скажем так, довольно прохладные. Если что, понять, наследуются ли гены или нет, можно легко по иконке генов. У наследуемых она круглая и желтая. У ненаследуемых синяя и в виде шестиугольника. Если гены родителей конфликтуют, то получается фигня. У грязевика и импида не маленький набор генов, а их ребенок получил из некосметических только сильный ближний бой и плох в растениеводстве. Если спарились обычный человек и грязевик, то вообще только косметические гены. И только если родители оба грязевики, мы получаем на выходе полный набор грязевика. Короче, скрещиванием вы никого особенного не сделаете. Теперь добавлю несколько общих замечаний. Настроение детей влияет на настроение родителей. И настроение родителей тоже влияет на настроение детей. Поэтому, я думаю, не стоит заводить детей в сложное для поселения время. На детей хоть на выходе DLC нельзя было вешать щиты, то сейчас вполне можно. А учитывая их малый размер тела, если вы не будете ими воевать, а просто будете в бою держать за спинами взрослых, по идее с ними мало что может произойти. У детей немного прокачивается общение в процессе жизни. У 13-летнего, например, почти 7 уровень, у остальных киндеров чуть поменьше. И это при том, что ни у кого нет огонька в этом навыке. Вот в целом и все по детям. Ролик оказался коротким, ибо контента не очень много. Детишки имбой ни разу не оказались,
ибо в пуле слишком много негативных черт. Да, дети — это неплохой способ резко увеличить количество людей в колонии, если у вас есть много еды. Один мужик может сколько угодно яйцеклеток оплодотворить, а яйцеклетки можно вырезать и про запас. И у пленных самочек. Правда, дети до 7 лет не особо сильно полезны. Теперь к планам на будущее. К сожалению, провести стрим и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье скорее всего не получится на этой неделе. Зато в будущем у меня появится и намного больше времени на стримы, и мне будет заниматься этим удобнее. Так что вполне возможно, марафон токсичного поселения будет на следующей неделе, в рабочие дни. Не забывайте подписаться на Twitch. Он, в отличие от YouTube, хорошо присылает уведомления о начале трансляции. Да и для новичков расскажу, что на стриме работает мод RimConnect. Он позволяет просто за просмотр стрима на Твиче присылать ко мне в колонию всякое, начиная от колонистов и так вами любимых токсичных крыс, и до рейдов. Так что интерактива со зрителями целый вагон. Также я думаю над темами для дальнейших роликов. Пока остается полный разбор загрязнения, то есть жизни на полностью загрязненной локации, какие есть у этого плюсы и минусы, и на этом будет весь контент дополнения разобран. Кстати, меня уже не один человек в комментах просит сделать гайд на Killbox. Хоть, по сути, их принцип работы совершенно не поменялся за многие годы, и есть наверняка тонны гайдов на эту тему. Хоть они и старые, но наверняка рабочие. Что вы думаете об этом? Можно попробовать заодно там обсудить, как бороться с рейдами, которые не идут в Killbox, а ломают стены. Может, вам интересны еще какие темы, по которым можно будет в дальнейшем сделать ролики? Накидайте их в комментах. Про полный гайд на биотех я не забыл. Потихоньку коплю для него идеи и правки. Опять же, во многом из комментов. Спасибо всем большое, что досмотрели до конца. Не забудьте тыкнуть лайк и подписку, оставить императорский коммент. Я все читаю и почти на все отвечаю. И как всегда, всем миску риса и легендарной кровати. На связи был Тосфорс.